Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Потомки, как вы там в будущем? Пишите в комментариях. Транзит газа все. Украина прекратила транзит российского газа в Европу. Какие последствия это будет иметь для Европы, Украины и, естественно, для России? Для Европы доля российского газа не критична, но даже ее заместить нечем. Откуда возьмет газ сама Украина? Как обойдется бюджет Украины без миллиарда долларов за транзит? И какие цены ожидать на бирже? Александр, вам слово. У нас в последнее время стандартной формулировкой, как я заметил, стало следующее, что бюджет Украины не досчитается 1 миллиарда 300 миллионов долларов за транзит российского газа. Это неправильное число. Это неправильные пчелы, они делают неправильный мед. Это неправильное число, и оно не имеет отношения к бюджету Украины. Это число, которое получается следующим образом. Берется 40 миллиардов кубических метров газа, берется стоимость прокачки 1000 кубических метров по территории Украины, это 32,5 доллара, и путем нехитрого умножения получаем вот примерно эту величину, получаем эту величину. И общим местом стало, что, как? Смотрите, по контракту 40 миллиардов кубических метров защищены принципом «качай или плати», то есть «Газпром» в любом случае этот объем оплачивает, даже если не прокачивает эти объемы через территорию Украины. Это и правильно, и неправильно одновременно. То есть, если формально подходить к контракту, который закончил, действие которого завершилось, то да, все верно. 40 миллиардов, начиная с 2021 года, «Газпром» обязался прокачивать через Украину, но, во-первых, прокачка идет не в годовом выражении, а в суточном, то есть под принцип «качай или плати» подпадает не годовой объем, а суточный объем, который путем умножения на количество суток дает вот эти 40 миллиардов кубов. То есть за сутки «Газпром» гарантировал прокачку примерно 109,6 миллиона кубических метров. Ну и казалось бы, хорошо, это какая-то казуистика, все равно уж получается вот там 1 300 000 000. Нет, не получается, потому что с мая 2022 года Украина не принимает заявки на транзит через газоизмерительную станцию Сохрановка, а через эту станцию шло, примерно треть, там чуть менее трети всего прокачиваемого через Украину газа. Можно даже сказать, в общем, примерно треть шла, если так посчитать, где-то 35 миллионов кубических метров в сутки. «Газпром», отправляя заявки, объявил, раз вы заявки не принимаете, а мы заявки каждые сутки будем вам отправлять, то мы не будем оплачивать прокачку этого объема, потому что это не наша вина, что вы не принимаете этот объем к прокачке. Мы готовы и подать этот газ, и оплатить. Но вы отказываетесь. Поэтому, извините, подвиньтесь, этот объем мы вам оплачивать не будем. И, в общем, как заметил президент Российской Федерации, до этого, в общем, на этом канале в одном из роликов мы обращали уже внимание на этот вопрос, это получается, что плата за транзит составляет где-то, 800 миллионов долларов. Вот. А если так вот взять по максимуму, то не более 900 миллионов, а скорее всего вот примерно 800. Все равно много. Далее, по поводу цен. Цены ведь зависят не только и не столько от поставок российского газа, сколько в целом от гораздо большего набора факторов. То есть это кроме поставок российского газа и доступности газотранспортных мощностей, идущих из России, по которым при необходимости можно запустить те или иные объемы, необходимые покупателю. Но есть еще фактор, а сколько нужно покупателю? Есть еще фактор, а как меняется погода? Ведь если холодно, надо больше газа. Если холодно и безветренно, надо еще больше газа. Если холодно, но ветер дует как не в себя, то надо газа не намного больше, чем надо было до похолодания. То есть ситуация может быть разной, то есть погодный фактор не сбрасываем со счетов. Freeport LNG, завод на территории Соединенных Штатов Америки, в июне 2022 года вышел из строя. Знаете, пожар, нельзя больше его эксплуатировать, надо чинить. Все. На какое-то время газ производить перестали.
С этого завода на тот момент в Европу отправлялось примерно, ну, как раз вот примерно 1 миллиард кубов в месяц шел. Притом оттуда шло примерно 10-12 миллиардов за год. Но, согласитесь, сопоставимые объемы. Другое дело, что объем потребления в 2022 году был больше, чем в 2023 и 2024. Притом существенно больше, там порядка 360 миллиардов кубических метров. Но, тем не менее, это вот, знаете, величины сопоставимые, поэтому можем привести в качестве некой, ну, аналогии, в качестве некой модели, чтобы объяснить, а что происходит-то. Происходит следующее. Тогда 1 миллиард кубов, все поняли, что его не будет. Что произошло с котировками? Они пошли вверх. То есть никто не сказал, да ребята, господи, что это? Это же вообще ничтожная доля. 1 миллиард в месяц. Переживем, найдем где-нибудь еще. Рынок забеспокоился. Цены пошли вверх. Ну, котировки биржевые пошли вверх. Это говорит о том, что такой объем, даже занимавший меньшую долю от совокупного потребления, был значим для потребителей. Тем более, что потребитель не размазан ровным слоем по Евросоюзу, а это какой-то конкретный потребитель, который недополучит эти конкретные объемы. И вот этот конкретный потребитель будет бегать по рынку и пытаться точечно эти объемы необходимые компенсировать. То есть это не средняя температура по больнице, а это конкретный потребитель, у которого вот этот объем будет вот здесь конкретно на этой бирже оказывать давление или на этой бирже оказывать давление. И это приведет к тому, что, да, что давление на цены сохранится. Здесь вот какой момент. Мы должны не сбрасывать, опять же, со счетов. Я на него обратил внимание, но я его упомянул, но обращу внимание еще раз. Важны не только объемы, поставляемые через Украину, но и объемы текущего спроса, которые зависят от погодных условий. Это не надо понимать так, что у Европа замерзнет, все, приползут на коленях. Нет. Речь не об этом. Речь, в принципе, о том, что мы не знаем, какая погода будет в феврале, да даже в январе не ясно, что будет. Мы не знаем, какая погода будет в марте, не будет ли заморозков, как это было в марте-апреле 2021 года. Мы этого не знаем. И, собственно, потребители в Евросоюзе этого не знают. А люди сейчас, ну, знаете, истерию разжигают у себя там, потому что, ну, никто не понимает, к чему все идет. Более того, вы понимаете, что под конец года 24-го газовые компании европейские, ряд промышленных потребителей подписали декларацию, которую опубликовали, которую специально, чтобы не проигнорировали эту декларацию, ее направили в Еврокомиссию. В декларации обозначили, что ребятушки, дорогие наши, эта проблема, ну, остановка транзита вызывает проблемы. Неизбежно вызывает проблемы для нас, для потребителей. Сделайте с этим что-нибудь. Сделайте так, чтобы транзит продолжался, чтобы газ шел. Притом пошли компании не только из Словакии, на которую, ну, все смотрели пристально в декабре, но и из Италии, Австрии, ну и ряда других расположенных в этом регионе стран. То есть все те, кто так или иначе либо напрямую получал газ, либо опосредованно получал газ. То есть, например, словаки покупают, а потом перепродают. И все понимают, что если напрямую этот объем к тебе не придет, ну, то есть ты заплатишь не Газпрому, но ты за этот же объем заплатишь, ну, вот, ну, словакам. SPP, по-моему, их компания. Ну, вот. Это было проигнорировано. Декларация, точнее, прошу прощения. Одно дело, если бы она была просто проигнорирована. Ну, можно было бы сказать, ну, знаете, документооборот несовершенен. Там, или, ну, вы недостаточно громко кричали, посмотрите, почитайте. Нет, декларацию Еврокомиссия прочитала и отозвалась, что да успокой... Знаете, как вот в дурацкой этой нашей Раше. Да ты успокойся, сказала Урсула фон дер Ляйен фактически со своей шайкой-лейкой потребителям, которые говорят, алло, мы потребители, вы вроде как за нас, вот. Вы вроде бы наши интересы должны соблюдать. Да успокойтесь, что вы там кипишуете, елки-палки, справится Евросоюз. Евросоюз может справиться. Там было сформулировано, мы готовы к прекращению транзита. Я бы на месте вот этих вот подписавшихся сказал, то, что вы готовы, мы даже не сомневаемся. Проблема в том, что мы не очень готовы. Можно как-то обратить внимание, что это мы потребители, это не вы потребители, это мы потребители.
А вы вроде как, ну, делаете, должны, по идее, делать так, чтобы нам было хорошо, чтобы мы работали. А вы делаете наоборот. Вы делаете так, чтобы мы не работали. Вы здоровые там вообще? А далее вполне логично, что руководство Словакии, которое, понятно, зарабатывает деньги на этом всем, ну, зарабатывало деньги на этом всем, на транзите, на перепродаже газа, ну, не само руководство Словакии, их газовая компания, руководство Словакии просто и без затей написало, ну, знаете, вы в курсе вообще, что Россия потеряет меньше от остановки этого транзита, чем Европейский Союз. И мотивация ведь не только в том, что цены вырастут. Проблема в том, что доступных мощностей становится меньше. Доступных работающих мощностей становится меньше. Доступных работающих эксплуатирующихся — это разные вещи. Работающие и эксплуатирующиеся вещи. Мощности — это разные вещи. То есть, например, Ямал-Европа — это работающая мощность. То есть ее чисто теоретически можно использовать для прокачки газа. Но она не эксплуатируется из-за взаимных санкций. Северный поток-2, одна из ниток. В рабочем состоянии она работает, но она не эксплуатируется из-за отсутствия необходимой сертификации. И вот вопрос транзита — это вопрос дальнейшего ограничения доступных мощностей. В условиях, когда всем уже понятно, буквально даже европейским регуляторам сетевым, что вот эта история с быстрым переходом на зеленую энергетику на фоне энергетического кризиса не сыграла. Более того, история с водородной энергетикой, на которую тоже делали большие ставки, и говорили, ну так прекрасно, смотрите, сейчас же вот водород, который делается из газа, в период, когда газ дорогой, он будет слишком дорог, и как раз зеленый водород сможет его быстро заместить, потому что зеленый водород будет гораздо выгоднее. Но нет, этого чисто физически нету. Зеленый водород из всего потребления водорода в Европе, там более 7 миллионов тонн, 7,2 миллиона тонн потребляется, лишь 0,7%. Это зеленый водород. Все остальное это из природного газа. И уже даже нету надежды на 30-й год, что удастся к 30-му году этот рывок в водородное будущее совершить. Там уже гораздо скромнее все эти оценки. Не 10, тем более не 20 миллионов тонн потребления, а 2-4 миллиона, и не прям зеленого, а вот зеленого и голубого водорода. То есть голубой — это тот же самый из природного газа, только с улавливанием СО2. Вот. Это к чему? Это к тому, что вы на что надеетесь? На то, что прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно раздаст вам газ? Ну или продаст вам газ? Хорошо, кто-то прилетит, вам газ продаст. Вопрос ведь не, еще раз, не в цене, а в доступности. Если от вас отсекают даже 5% вашего потребления, даже 4% вашего потребления, то это 4% от кризисного потребления. Вам еще карабкаться и карабкаться, чтобы достичь показателей 2021 года. Убогих показателей 2021 года, если вдруг что. 2021 год по потреблению газа — это 2009 год, кризисный, когда рушилось потребление. 2021 год, подъем после 2020, это дно 2009 года. То есть вы не просто на дне, вы зарылись под него, и оттуда еще стучат. Притом вдруг выясняется, что это стучите вы же. И просто рассказываете своим потребителям, что, ну, что ребят, рынок справится, мы готовы. Вы готовы. А потребители почему-то волнуются. Может, вы все-таки спросите их, а что это они волнуются, если вы все так здорово сделали, если рынок работает, если поставщики готовы поставлять, кстати. А почему они не поставляют вам те 80 миллиардов кубов, на которые снизилось потребление? Что случилось? Почему снизилось потребление и почему оно не восстанавливается? Ну, надеемся, Еврокомиссия в какой-то момент ото сна. Вряд ли они в новогодней коме находятся. Ну, может, они в принципе в некоторой коме находятся. Вот. Что они от этого нездорового сна отойдут, оглядятся вокруг и поймут, что ой, надо же что-то делать. На сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо и канал Александра Фролова «Нефтегазовая игра».
Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях лишения монетизации на всех площадках. Спасибо, до новых встреч. Да, и, дорогие друзья, на канал Инфотек тоже подпишитесь и на сайт заходите. И всем большое спасибо, кто подписывается. Я заметил, что когда я прошу подписаться, тут же люди подписываются после выхода роликов. Вам большое спасибо, вы большие молодцы. Ну а все остальные присоединяйтесь. До свидания. С Новым годом!